Помните, я говорил, что жизнь изменится у человека, если он 108 раз в день произнесет слово «мне нравится». Произносите 108 раз слово «мне нравится» на протяжении одного дня. За 1 год ваша жизнь будет как небо и земля от того момента, где вы сейчас находитесь. Это тотально изменит вашу судьбу. Где бы вы ни жили, с кем бы вы ни жили и как бы вы ни жили. Это мега-мега метод. Кстати, об этом рассказываю на ступени, почему вы не слышите. Второе, о чем я говорю там, я говорю, что мы очень часто не живем. Мы начинаем мечтать, завидовать. Я даю легкие принципы. Завидуешь, говори, скоро у меня это будет. Не почему у меня этого нет, а скоро у меня это будет. Когда с деньгами там какие-то проблемы, я говорю, не будьте теми, кто все время тратит, выключайте калькулятор, говорите, покупаю материальное благо. Если на мизинец левой руки или правой одеть железное кольцо, то это заблокирует у человека безденежье и вылечит почки. У человека начнет появляться или усиливаться диурез, и легче ему будет уменьшиться креатинин и уменьшается мочевая кислота. Итак, если, допустим, человек беден, если человек несчастен, если у человека все плохо в жизни, не получается зарабатывать деньги, все в жизни плохо, то есть метод, который может это все изменить. Дети пьющие, не везет в жизни и так далее. Можно это все изменить? Можно. Каким образом? Лишь один метод использовать. Метод, который полностью на 100% за год изменит вашу судьбу. Бедные станете не бедные, нищие станете не нищие, нет квартиры, обретете квартиру, болеете, выздоровеете, дети пьют, бросят пить, вы пьете, бросите пить. И этот метод, он очень простой. Каждый день медитируйте на то, что у вас в середине вашей груди есть чувство в виде шарика, в котором находится состояние радости. Максимально старайтесь это состояние радости в себе увеличивать. Помните об этом чувстве на протяжении целого дня. А если правильно, то выполняя это, как быстро может быть. Хотите по 1 минуте? Видел, как один из лам тамильских, ну он себя называл ламой, на самом деле я сомневаюсь, что он был ламой, давал советы и говорит одной женщине, она говорит, я не могу выйти замуж, что мне делать? Я такая, я уже готова, говорит, пойти там 5-й женой куда-нибудь. А он говорит, возьми деревянную палку и этой деревянной палкой каждый день катай свои стопы по деревянной палке. И так он посоветовал многим женщинам. А потом мы когда ехали в автобусе, то я разговаривал с мужчиной, его зовут там, неважно как зовут. И он как раз переводчиком был, он давно там в Индии живет, он индус. И я ему говорю, послушайте, а что это помогает? Он говорит, Андрей, вы даже не представляете, какое большое количество людей обращается к нему, и то, что он советует, помогает. Надо же, как 52 года. И он говорит, мне легче жить без женщины, потому что я когда захотел, тогда привел. И когда захотел, там пришел домой, хочу там с друзьями пиво пью, хочу на футбол хожу, хочу спортом занимаюсь и так далее. А потом я посмотрел, как он живет, боже, неряшливо, так все гадко, вечно голодный, ест в каких-то ресторанах. Женщины у него редко, потому что он состарился быстро и никому не интересен. Я даже ему помог найти девочку красивую из Молдавии. Говорю, смотри, какая красивая девочка. Красивая, маленькая, как тебе нравится. Он с ней пожил, говорит, да, она меня напрягает, нафига мне это нужно и так далее. Я говорю, Юра, ты несчастный. Ты несчастный, ты не умеешь, ты не можешь почувствовать радость. Ведь смотри, когда ты радуешься сам, то это мимолетно. Когда рядом живет кто-то, ты смотришь на него и радуйся. Радуйся утром, в обед и вечером. Есть еще детишки бегающие, хохочущие. Радуешься с ними. Это что? Дуйко показывает фокусы, я хочу сегодня помочь. Смотрите, у многих из вас прямо сейчас болят спины. У многих болит позвоночник, болит шейный отдел, болит средний отдел, пояснично-крестцовый отдел, болят бедра. Не можете согнуться, поднять руки и ноги и так далее. Смотрите, когда я разогну все пальцы вот так, то все эти проблемы у вас полностью исчезнут. Смотрите, как я сделаю всего лишь 4 паса руками. Второй пас. Третий пас. Четвертый пас. И 5-й.
И смотрите, на это все ушло 25 секунд. Теперь, когда до вас дойдет, это будет 1 минута или 2, напишите, у кого прямо сейчас пропала боль. Почему Россия напала на Украину? И почему Украину хочет захватить Россия? Ничего не получится, потому что Украина победит в этой войне. И почему это произошло? Потому что огромное количество людей, пласт людей, которые проживают в Российской Федерации, привыкли жить с позиции неуважения. Точно так же, как и огромный пласт людей, которые живут в этой стране. И они тоже не уважают. И они отличаются от тех людей, которые проживают в Польше, которые проживают в Германии. Серьезно. Они отличаются, потому что жители Германии уважают там, полицию, уважают законы, уважают тех соседей, которые рядом живут. Уважают. То есть они уважают тех людей, которые рядом остановились, которые на заправках, которые еще... Они уважают землю, они не бросают, не сорят, не плюются, не орут, не напиваются, там, не воруют, не бьют, не рисуют, не уродуют, в лифты не поджигают кнопки и так далее. То есть почему? После этого можно магию возвращать. Каким образом ее возвращать? Запомните слово. В случае, если поставил обычный человек или обычный там кто-то пожелал, плюнул, махнул, я не знаю, там или магию навел, яйцо накатал, там шприцы подкинул, вольт произвел и так далее. Убрать это можно, произнеся 108 раз определенные слога. Сегодня я хочу вас познакомить с этими слогами. Они звучат так. Этот слог «Тидой дурак». Необходимо сказать «Тидой дурак» 108 раз. Таким образом, любая магия, наведенная на человека ранее, наведенная сейчас, будет полностью уничтожена, и вся магия вернется к тому человеку, который на вас эту магию поставил. Я могу убрать эту боль. И для тех людей, которые в дальнейшем будут здесь присутствовать, я тоже покажу этот фокус, чтобы он работал у нас и в записи. Смотрите, где бы у вас и что бы у вас сейчас не болело, скажите прямо сейчас. Отдаем это Андрею Андреевичу. И смотрите на меня и представляете, будто отдаете. Я при этом обвожу, при этом хватаю и при этом забираю. Считаю. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 и бросаю. И теперь считаю до 10. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И дую. А теперь те люди, кто смотрит этот марафон, напишите, у кого пропала боль и где. Заболело, болят суставы рук и ног. Самый простой метод сейчас весной вылечить суставы рук и ног, это когда появятся одуванчики желтенькие. Рвите, разжевывайте сырым, запивайте водой. Делайте это 4-5 раз в день. Будете делать 1 месяц, год болеть заболеваниями суставов больше не будете. Одуванчики, которые появятся, они великолепное средство от камней в почках, камней в желчном пузыре, заболеваний неврологических всевозможных. А вот есть такое растение, незабудка, знаете, маленькие синие цветочки. А если нарезать незабудки, сложить банку, залить водкой, 10 дней настоять, после этого пить по чайной ложке, то исчезают нервные тики, судорожные проявления, фокальной дистонии у детей. Ну и дергания вот эти вот все. Великолепное средство. Жду не дождусь, когда появится. Баладан. Я попробовал убрать косточки, наросшие возле больших пальцев на ногах, эзотерические, но у меня ничего не получается. Может, есть какой-то способ, есть в эзотерической, да, способ простой есть. Берете яйцо в скорлупе, заливаете уксусом, ставите в темное место на 5-6 дней. После чего прокалываете это яйцо, которое вздуется в блендере или миксером, взбалтываете это все и натираете ногу вот таким яйцом, и тогда все косточки и наросты исчезнут. Вот так это все работает. Ольга Шестюк. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Очень надеюсь без эфира и хотел бы сегодня дать вам совет. Он очень уникальный и может очень изменить вашу судьбу, причем очень быстро. Как относиться к своим мыслям и что делать. Существует 3 элемента восприятия мира. Это зачем или почему, из-за чего и что делать. Смотрите. Когда вы что-либо в жизни делаете, когда вам приходится что-либо делать, убирайте слова «из-за чего» и «почему». Из-за чего произошло, почему произошло, не думайте об этом. Ставьте себе на первое место слова «что делать сейчас».
В случае, если человек говорит себе, что делать, не думая о том, из-за чего и почему, то решений появляется гораздо больше, чем в другом случае. Это может тотально изменить вашу судьбу, и это может быть глобальной подсказкой для вас, освободив ваши ресурсы вашего мозга и ваших нервов. Успехов! Чтобы деньги не утекали, никогда не ставьте веники, тряпки, ведра, чтобы их видно было на протяжении всего дня. То есть помыли, убрали. Они не должны стоять ни в туалете, ни там, где вы постоянно находитесь, не возле кровати. Также вот эти веники, которые возле двери ставят, которыми там заметают и так далее, переворачивают и так далее. Уберите, этого не нужно ничего делать. Такие веники ничего хорошего в дом вам не приведут, а вот несчастье может произойти. Вот смотрите, мир устроен по принципу эмоций. То есть человек эмоционирует, даже не эмоции, а чувств. Человек создает чувства, и вот какие чувства он создает, те чувства в его жизни и создают в дальнейшем его жизнь. Именно поэтому очень важно знать два таких нюанса или два таких принципа привлечения в свою жизнь материального благополучия. Первый принцип. Начать произносить себе слова. Вот пусть это для вас будет техникой номер один. Каждый день начинайте произносить слова себе. Мне нравится там, вот вы утром просыпаетесь и начинаете говорить, мне нравится подоконник, мне нравится стена, мне нравится рука, мне нравится нога, мне нравится, как я ем, мне нравится это, мне нравится это. Говорите с учетом того, чтобы сказать на протяжении дня не менее... Скажите себе предварительно такие слова. Первое. Скажите, я отпускаю свои болезни в момент начала их. И начинаете считать от своего возраста и до 0. Когда вы дойдете до 0, произнесите: я увеличиваю здоровье, произвожу трансформацию своего тела и выздоравливаю. И начинаете считать от 0 и до своего возраста. Делайте это в абсолютном расслабленном состоянии. Можно это делать перед сном с закрытыми глазами. Данный метод эффективен, проверено, работает хорошо. От чего зависит? Зависит, наверное, от возможности человеком расслабиться. То есть может ли человек расслабиться до конца, может ли он впасть в состояние такого транса, наверное, немножко. Является ли это самовнушением или является ли это гипнотической сессией или аутогенной тренировкой? Как говорит Анатолий Михайлович, конечно, нет. Очень интересные будут события, которые произойдут в марте. Это март месяц, это будет такое всеобщее понимание, всеобщий прям разрыв шаблонов, будет такое четкое понимание, вот не очень приятное для людей, которые в этом мире находятся. И будут очень интересные открытия такие, которые связаны вот с запуском новых моделей там, электроснабжения, электричества и так далее. В феврале, это получается март-апрель, в апреле уже будут сходить на нет конфликты. Мне понятно, как это будет происходить, но я, к сожалению, не могу сказать. Но, тем не менее, будет происходить множественное появление дружественных и таких хороших отношений, в том числе и во всем мире и так далее. Если утром просто сидеть, не шевелиться 1-2 минуты, а вечером заниматься физическими тренировками и есть на ночь мед, то через 1-2 недели вы себя не узнаете. Почему? Мозги настолько начинают активно работать, тело худеет, мозги работают, чувствуете себя заряженными энергией. Вот вам простые способы от неврозов. Чем старше человек становится, тем он должен меньше есть. Это правильно. Второе. Старайтесь кушать вот таким образом. Первое. Утром старайтесь съедать что-либо, что связано с жирами. В обед что-либо, что связано с белками. И вечером что-либо, что связано с углеводами. Почему вечером с углеводами? По идее, человек вечером или когда он ложится на ночь, у него должен появиться энергетический голод. Знаете, что во время сна человек теряет очень много калорий? Если обвязать поясницу зеленой ниткой, любого зеленого цвета, и завязать 2 конца на 38 узелков, и носить такую нитку на бедрах бесконечно долго, ну хотя бы 1 месяц, ну хотя бы полгода, ну хотя бы 1 год,
Это убирает заболевания позвоночника. В случае, если на запястье левой и правой руки обвязать синей ниткой, то такие заболевания, как мочекаменная болезнь, заболевания почек, тоже исчезают, если носить нитку не менее 3-4 месяцев. В случае, если у человека есть заболевание щитовидной железы, на шею необходимо завязать желтую нитку. И в случае, если человек болеет мочевым пузырем, на поясницу необходимо завязать желтую нитку. Неважно, какое количество узелков. Желательно, чтобы она была шерстяная. Конечно же, на шее неудобно носить. Конечно же, о чем говорит человек дальше? Он говорит о грейпфрутовых корках. Конечно. Отнимается нога, болит нога, это все позвоночник. Все болит позвоночник. Как это все понять и чем нужно лечить? И дальше мое заключение. Всегда, просто запомните, если у вас болит позвоночник, это всегда проблема поджелудочной железы. Поставьте тире, напишите во всех случаях. Как бы вы ни лечили позвоночник, если не лечить поджелудочную железу, с позвоночником всегда будет плохо. Если болит под лопатками поджелудочная железа, шея поджелудочная, рука поджелудочная, все поджелудочная железа. Если взять препараты, которые лечат поджелудочную железу, и начать принимать препараты для поджелудочной железы, то все с позвоночником приходит в норму. Даже людям, у которых такие заболевания, как Бехтерева, и в свое время пробовал лечить Бехтерева всеми способами, и один раз додумался начать лечить заболевания поджелудочной, то есть при избыточном весе. Хочу еще раз сказать. Женщина не может выйти замуж, я всегда говорил. Кстати, несколько слов об этом. Очень часто женщины говорят: Андрей Андреевич, я не могу выйти замуж. Андрей Андреевич, что мне делать, я не могу выйти замуж. Существует два принципа. Первый принцип: женщины, не думайте о том, что вам нужно выйти замуж. Почему? Мир устроен по принципу противоположностей. Первая противоположность звучит так: если женщина хочет замуж, то мужчина или каждый мужчина, который будет видеть эту женщину, будет видеть в ней женщину, с которой он хочет переспать. И ничего больше. Но женщина же хочет замуж, вы будете встречаться только с теми мужчинами, которые будут видеть вас, женщину, с которой они захотят переспать. Но есть другой вариант событий. Женщины, которые видят в мужчину объект, с которым они хотят переспать, привлекут в свою жизнь мужчину, который будет хотеть на них жениться. Именно мы так. Для чего кормят птиц? Считается, что в случае, если человек покормит птиц, если у него есть неприятности, то у него исчезают проблемы. Какие это могут быть проблемы? Обычно решаются таким образом проблемы, которые посвящены чему-то связанному с деньгами. Допустим, как это вообще выполняется? Обычно человека что-то мучает, и мучить его может следующим образом. Неидентифицируемые мучения, когда в теле что-то ломит, что-то болит, что-то нервозно отдается эхом. Второе, мучают чувства, которые сжимают что-то в груди, или наоборот, ощущение, будто все время плакать хочется. И третье, это осознанные мысли, которые мешают ночью заснуть и которые мешают свободно проживать или свободно жить. Когда появляются свободные мысли, которые мешают человеку жить, вот именно с хлебом необходимо работать. Связано с брожением и активностью вот этих микробактерий. Они называются ацидобактерии и имеют название, по-моему, есть цистосония, крептосония. И вот эти бактерии, которые образовываются, это как стволовые бактерии кисломолочных продуктов, которые полностью заменяют наши бактерии, которые у нас в кишечнике находятся. Поэтому если щепотку соды бросить в настоящий йогурт, то появляется ощущение как минералка, как пузырьки там. Вот если это выпивать, и эти пузырьки, они рассеиваются по кишечнику, мгновенно восстанавливая кишечник. Убирает у нас запоры, диареи, убирает у нас там сахарный диабет второго типа, человек худеет и так далее. Проверено, великолепное средство для омоложения. С этими существами. Да, мне можно не поверить, но я вам эту историю расскажу. Я общался с ангелами и говорю ангелу. Я говорю, почему вы нам не помогаете? Он говорит, нам в жизни ничего не нужно, мы абсолютно счастливые. Ничего. Мы ни в чем не нуждаемся, у нас все есть. Нам еда не нужна, мы питаемся
Святым Духом. И мы живем счастьем, мы все время, у нас ощущение, будто мы все время находимся в состоянии наслаждения, бесконечного, бесконечно радостного, бесконечного счастья. Оно бесконечно везде вокруг нас. Мы не нуждаемся. Но нам жалко людей. Но мы не хотим им помогать. Почему? Потому что когда человеку начинаешь помогать, он хочет, чтобы он хочет тебя использовать. Он прямо говорит, а теперь делай это, а теперь делай это, а теперь делай это. И вот теперь ты наш раб. Но мы не рабы. Поэтому хотим помогаем, не хотим не помогаем. Приседайте 1000 раз. У меня был друг такой, он говорит, у меня нет денег. Я говорю, делай каждый день много действий. Он говорит, а каких? Но любых. Он говорит, ну я не знаю каких. Я говорю, ты любишь спорт? Люблю. Ну вот каждый день, какой спорт? Я в грушу бью. Ну вот каждый день час утром, час вечером бей в грушу и посвящай это тому, чтобы у тебя деньги были. Делай это как можно сильнее, особенно в тот момент, когда особо не хочется. После этого он сам этого не понял. Но мои друзья, они начали заниматься тем, что начали распиливать там какие-то хозяйства, и там был металлолом. И они взяли его как партнера, потому что он начал заниматься перевозками и смог сделать себе даже целое состояние. И вот мы через месяц встречаемся, он говорит, каждый день бью по 2 часа утром, по 2 часа вечером, но работы что-то нет, и денег тоже не видно. А ты продолжай. Почему? Потому что любое действие, посвященное тому, что ты желаешь, исполнится. И тема наша была, от чего зависит наше здоровье и молодость. И здесь хотелось бы сказать о 3 моментах, которые я использую и которыми я чрезвычайно доволен. Это 3 элемента самодисциплины, которые помогают человеку на 100% быстро изменить свое самочувствие. Это 3 элемента издевательства над собой. Первое – это просыпаться рано, ложиться рано. Второе – это обливание холодной водой. Третье – это однодневный хотя бы пост или голод. 1 или 2 раза в неделю человек должен ничего не есть, находиться в таком посту, при этом пить просто водичку от утра и до самого вечера. И это очень подходит тем людям, у которых есть избыточный вес, у которых есть одышка, у которых портится память. Одевайтесь каждый день нарядно. Это тоже очень важно. Почему? Человек нарядно одевающийся, человек красиво выглядящий, это человек, который нравится Богу. Посмотрите, грязный человек, затьканный, не знаю, как на русском сказать, и человек, который красиво выглядит, там, в очках и так далее. Делайте это для себя. Вам будут давать больше возможностей. И я когда-то уже говорил, люди, не скромничайте, но не скромничайте для себя. Я, допустим, могу не выходить никуда из своего дома, потому что у меня есть здесь где находиться, но целый день буду ходить в Гуччи, в Брионе костюме, в золотых часах, там, надухаренный и так далее. Есть серебряной посуды. Почему? Я знаю, что это все приведет меня в дальнейшем к увеличению. В случае, если человеку ставят свечки за упокой, то у него начинают мерзнуть ноги. И первое, что происходит, теряется бизнес. Каким образом необходимо убрать это или убрать свечки за упокой? Необходимо прийти к Пантелеймону Целителю так, чтобы его икона была с левой стороны от входа в церковь. И возле этой иконы Пантелеймона Целителя сказать, все, что забрали, откупаю. И после этого взять сумму, равную 10, не верьте никому абсолютно, ни одному человеку, который вам будет говорить, что статуэтка слоника обозначает материальное благополучие. Это ошибка. Даже если человек говорит «Ом гам ганапатае намаха» и думает, что это принесет ему материальное благополучие, это неправда. Существует определенная тантра, она называется Шива Шанкара тантра. И что в этой тантре написано? Написано, что любимым сыном Парвати был Ганеша. И он сидел у нее на колене и влюблял в себе всех. Такой красоты и такой любви, как делал Ганеша, не было ни у кого. Если женщина не может выйти замуж и будет носить с собой Ганешу, или будет возле его стоп ставить свечи, то будет чрезвычайно богатой. И будет чрезвычайно среди мужчин популярной. За рулем
И говорю, надо же, как удивительно у вас линзы. А он говорит, нет, большое тебе спасибо. Ты когда-то во время своего семинара рассказал о том, как можно вылечить глаза. И я по твоему опыту, вот о котором ты рассказал, я начал им пользоваться. Помимо прочего, я убрал у себя еще и камни в почках, убрал запоры утренние и так далее. Говорит, огромное тебе спасибо, моя вся семья сняла очки. Ну, я с удивлением начал спрашивать, что же я такого особенного вам посоветовал, что я сам не помню, что это за удивительный и эффективный способ. Он мне сказал, когда-то, еще там 10 лет назад, вы мне посоветовали, для того, чтобы убрать заболевание глаз, каждый день утром натощак съедать 1 лимон с кожурой. И я начал использовать ваш метод. Через 2 месяца я снял очки, и у меня исчезли камни в почках. Также по моему методу начала делать моя